Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Что вас ждет в ближайшие 3 месяца? Что случится или произойдет в ближайшем будущем? Давайте с вами узнаем. Ориентировочно возьмем месяц июль от того момента, как вы смотрите это видео, и добавим август и сентябрь. И я надеюсь искренне, что наш прогноз чем-то будет вам полезен. Оставайтесь со мной. И мы продолжаем наш прогноз. У нас 3 колоды карт, что соответствует 3 месяцам. Июль, август и сентябрь. Давайте узнаем, каковы энергии июля до конца месяца. С того момента, как вы открыли видео. Какие энергии для вас? Какие возможности для вас? С чем это будет связано? Какую историю нам раскроют карты? Это новые возможности. У кого-то конкретно, как нам карта демонстрирует, получение важного документа. По пажу Земли или это у нас паж Пентаклей. Это могут быть решения по части вашего бизнеса, вашего творчества, вашей работы. Когда это как согласие, подписание контрактов, документа какого-то важного. Может быть, это еще и оформление бумаг важных, которые в высоких инстанциях, или когда вы тоже получаете, буквально какую-то информацию или возможность, и это перед вами открывает новые перспективы. Мы готовы учиться по этой карте. Всегда пажи, прилежные ученики. И нам здесь молодой человек показан, который в обнимку стоит с книгой. И проходит, тут даже прописано именно обучение. И одновременно это карта радости, когда мы готовимся к каким-то новым свершениям. Более того, это сама возможность. Это как карта, я бы сказала, счастливого билета. Вот такие энергии. Причем энергии Земли или энергии Пентакли, это не есть что-то эфемерное. В решении определенного вопроса, когда это можем переложить на, где-то либо материализм в плане документов, каких-то бумаг или получения предложений, есть уже сама по себе возможность. И сразу нам карта старта. По 8 жезлов это карта скорости, быстроты, не теряя время, так и говорят. Более того, может прийти какая-то информация, и вам на нее нужно будет откликнуться. Будьте готовы где-то в июле быстро. Так это изменить походку, будем говорить. Если вы занимались одним каким-то вопросом или одной темой, здесь может что-то нарушить ваше расписание, словно нужно перестроиться. Или оставить то, чем вы занимаетесь, как рутина какая-то, или уже определенная последовательность. Так вот, нам необходимо это оставить, и мы переключаемся на Его Величество счастливый случай, счастливый билет или какую-то пусть возможность. Может быть, это у кого-то банально. Вы получили нужную информацию. Вы видите, что именно теперь вам нужно отправиться в какую-то инстанцию или совершить важный разговор и не отложить на потом, потому что по этой карте мы набираем темп. Сама по себе где-то карта подразумевает трансформационные процессы. И здесь буквально прописано, как и мультизадача какая-то, многозадачность, да, или мы говорим скорость. Поэтому, может быть, что-то и идет, какой-то период июля, вот так спокойно, размеренно, но, видимо, как по какому-то невидимому щелчку нам говорят, нет, вот теперь вот по-другому, или переключайся быстро, а может быть многозадачность, когда вам несколько раз придется это делать. Корректировать свои планы вам точно приходится. Но есть ради чего. Здесь может быть как и вопросы личной жизни, семейной, или может быть это даже по 10 кубков. Это вопросы недвижимости, места вашего пребывания, вашего дома. Имеется в виду как и стены по 10 кубков, так и буквально домочадцы или родственники, люди, которые вам близки, с кем вы хотите быть вместе. Вообще это карта радости, это по максимуму. Какие-то возможности к вам приходят. Вообще позитивные, добрые энергии идут, спешат буквально в вашу жизнь. И даже если что-то тут пробуксовывало какой-то период, значит все равно жизнь берет свое. А для вас добрые энергии, мои дорогие. И значит это каким-то образом у вас проиграется уже в июле. Это факт. Вы чем-то будете довольны. И вот эта самая возможность по 8 жезлов, иногда это, правда, сопряжено с информацией. Мы уже, может быть, и с чем-то успели проститься или
ну, была какая-то нерешенная тема. Или мы ее оставим и подумаем, что, а нет, это вообще уже не имеет никакого значения. Либо это можем получить, как если даже продолжение следует, то это начало, оно как бы инициируется извне. Либо ситуацией, либо конкретным человеком, или какой-то возможностью, или конкретно информацией. Тут мы все разные. Ну, тут нечего мне вообще добавить. Посмотрите, вам выпадает карта мага. Да, где-то тут идет момент манипуляций. Может быть, и вам приходится договариваться даже со сложными людьми. Ну, никуда и не уйдешь, правда. Себе нельзя навредить, ну и вроде как договоренности какие-то нужно получить, поэтому тут все средства хороши. Ну, понятно, что в пределах разумного, но не все так однозначно ведь по карте мага. Магами не рождаются, ими становятся, мои дорогие. И, значит, какой-то предыдущий минусовый опыт вас, с одной стороны, закалил, с другой стороны, был вам необходим, потому что вы теперь точно знаете, куда вам словно идти не нужно. Или какой метод лучше не использовать. И это большие преимущества вам тоже дает. И значит, то, на что вы решитесь. Или вот как вы увидите эту возможность. Или вот этот счастливый билет. Ведь это где-то еще и карта интуиции и интеллекта. Значит, вы тут что-то можете не упустить, просчитать очень грамотно. Вот нечего добавить десятка воды или десятка кубков и следом старший аркан мага. Но вот такое холодная голова, рассудительность, рационализм. По королю мечей вообще тут карта эксперта именно в этой колоде, респектабельного человека и грамотного специалиста, тот, который знает, как решить какой-то вопрос. Возможно, на самом деле сложится такая обстановка или ситуация. Восьмерка жезлов. Я сказала, карта скорости. Придется что-то оставить и переключиться на другую задачу. И не потерять время, не утерять эту саму по себе возможность. И как высокие структуры или какие-то чиновники, или важные согласования. Может быть, для кого-то из вас вопросы, тут ведь у нас проходит по этой карте, если мы говорим эксперт. Чаще всего это те люди, которые в узкой какой-то своей области, профессии, они тоже достигают высот или знают, как решить какую-то тему поставленную. Это могут быть, конечно, и юристы, и адвокаты, и военные люди в форме. Да? Ну, врачи это тоже, опять же, какая-то форма, хотя у нас сейчас много где присутствует форма, но это в любом случае имеется в виду тот человек, который в рамках своих полномочий может вам давать какие-то рекомендации, или советом нужно прислушаться, или конкретно человек знает, как разрулить какую-то, может быть, ситуацию. Или, если мы говорим о законодательных даже актах и о юристах, значит, тоже, если есть запутанная тема, и вы уже как вот этот счастливый билет, или вы видите какую-то возможность. Неплохо было бы заручиться поддержкой и понимать, как в отношении вас работает закон. В любом случае, вам нужна будет вот это здравомыслие или холодная голова. Две карты, в общем-то, об этом. Но и маг, по-другому нельзя как будто. И вот посмотрите, по пятерке кубков, может быть, и есть какие-то сожаления. Кубки – это личная жизнь или это наша эмоция. И вот когда я смотрю именно на эту колоду, на эту карту в колоде, хочется сказать, у каждого из нас есть своего рода минусы, у каждого из нас есть сожаление. Или в той или иной мере мы сталкиваемся с непониманием, а то и с предательством. Или пусть это даже наше непонимание, почему человек так поступил, но правда, она более красноречивая, чем наши какие-то догадки или наши иллюзии. Мы все прозреваем рано или поздно, а заблуждаемся мы тоже абсолютно все. Но по этой карте над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И не в каждой карте этой колоды, обратите внимание, изображен ангел. В предыдущих картах нет ангела. И где нет, это все возможности в ваших собственных руках. Это просто энергия. Но здесь словно завершить какую-то минусовую историю. Вам помогают высшие силы. Может быть, даже с чем-то вы и столкнулись.
вынуждены были, или мы говорим по судьбе, пройти какой-то сложный опыт, который вас, ну, где-то в разочарование вверг, и вам нужно был или необходим был тот период, пока вы оправитесь вот от этих сложных энергий, мои дорогие. Но теперь эта ситуация закончилась. И вы выходите из какого-то дела или из какой-то темы более сильным человеком, более сильной личностью. Уже нет никаких иллюзий. Может быть, поэтому две таких холодные карты и одновременно карты возможностей, как и те, которые на уровне, может быть, и интуиции, интеллекта, и одновременно на уровне закона, согласований. Вам, может быть, и нужно объединить то, что прописано в земной жизни, или то, что по законам, ну, буквально в вашей стране, в вашей местности, и то желание или какое-то ваше намерение и цель, как по магу, у него всегда есть цель, но это переложить на какие-то более конкретные рельсы, когда мы понимаем, куда я пойду и куда я не пойду, что я в конечном итоге хочу осуществить и чем я точно не буду заниматься. Не навреди самому себе от начала до конца. Каковы еще энергии? А ведь и правда у кого-то могут быть такие согласования очень важные, и они вам тоже дают своего рода базу, какой-то фундамент. Поэтому тут вообще лучше быть вот таким, ну, как человеком, холодная голова, не совсем тут про эмоции, хотя по десятке кубков тут есть повод для радости, мои дорогие. Но, видимо, не примешивать эмоции к тем вопросам, которые вам нужно решать в плане материальном или каком-то законодательном. Может быть, и была какая-то минусовая ситуация. Опять же, обратите внимание, здесь у нас по пятерке кубков разочарование, недостаток. Недостаток в первую очередь во взаимопонимании, в приятных эмоциях, в эмпатии. А тройка мечей – это карта уже выздоровления. Да, это раньше нам говорят, была как какая-то потеря. Но мы по этой карте прощаем. Мы прощаем себя за собственные ошибки. И два ангела утешают, успокаивают. Но благодаря этому мы прощаем, может быть, и наших обидчиков, которые добавили нам вот таких эмоций. И это как внутреннее очищение, выздоровление. Мы понимаем, что, наверное, как по Хирону, это символ израненного целителя. Для того, чтобы самому обрести силу, нам приходится иногда понимать, что не все наши помыслы, даже если они честны или они чисты и одновременно благородны, если мы их кому-то перепоручаем или наделяем конкретного человека недостающими качествами, он от этого лучше не становится. Он продолжает быть тем, какой он есть или каков он есть. Но, видимо, рано или поздно мы уже глаза открываем, мы снимаем уже розовые очки и понимаем, что, ну да, я теперь прощаю себя за какие-то ошибки, прощаю и человека, просто мы разные. Может быть, было по судьбе нам пройти какой-то определенный период времени, но какая-то история, она неизбежно завершается. Вот здесь те разочарования или те, знаете, какие-то сожаления, они тоже переводятся в здоровое равнодушие. Благодаря этому и происходит выздоровление. Давайте посмотрим, достанем карту «Любовь и личная жизнь», какие энергии. Ну вот будь с тем человеком, кто умеет смотреть с тобой в одном направлении. Мы можем быть разные, нам человека два показано совершенно разных. Но они вооружились жезлами, именно в этой колоде карт, партнерские отношения. Они пусть по-другому, по-разному как-то каждый видит мир или оценивает обстоятельства, какие-то ситуации, но они могут соединиться в одном ключе или в одной какой-то задаче и видят общую перспективу. И эта карта может говорить о партнерских взаимоотношениях или пересмотре по части работы, бизнеса, каких-то очень важных контактов, а вверху у вас король мечей, у кого-то из вас больше в вашей истории личной. Ну, я не имею в виду именно любовь, а именно те дела, которые для вашей личности важны. Может быть, вы
Будете много осуществлять контактов не совсем с теми персонами, которые вам известны, а которые стоят несколько выше по ступени иерархии. Вполне вероятно, кто-то будет менять окружение, кто-то будет строить карьеру, и это тоже и влечет неизбежно смену вашего окружения. Вот такие метаморфозы тоже могут быть. И значит, ну, над разбитой посудой не рыдают все-таки, да? А выбрасывают осколки и моют пол. Вы идете дальше. Пусть одни люди уходят. И по Урану в Близнецах такое может быть. Кто-то придет в вашу жизнь новый, мои дорогие. Ну, а кому-то суждено, или вам суждено с ними проститься, и ваши где-то дороги расходятся. Такое я могу допустить. Свято место пусто не бывает. Хотя это на личную жизнь, ну и на личную-то жизнь тоже мы все разные. Тем не менее, вот посмотрите, карта называется точнее, Лошарандары. Отпускай. 13-й аркан мы знаем как смерть. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. Это именно отпускай. Но такое же значение – это заключение, трансформация и освобождение. И нам, посмотрите, на руке ангела птица Феникс возрождается из пепла. Все то, что я сказала, на июль месяц. Тут действительно может одно что-то завершаться. Вы правильные выводы делаете, расставляете все по местам. И вам это необходимо, чтобы какой-то момент, пункт вашей жизни, он завершился, не тянул вас назад. Или место, мы говорим, пусть это даже личной жизни или рабочей ситуации, если это касается. Свято место пусто не бывает, и поэтому, если вы понимаете, что, ну да, настал период прощаться, значит, на это место освободившееся придут другие люди. Ваш совет самому себе из будущего или самой себе. Но итоги мы подводим по семерке воздуха в этой карте, в этой колоде. Обратите внимание, есть те, кстати, по двойке, да, жезлов, которые способны с нами смотреть в одном направлении. Есть то, что мы хотим продолжать, и, может быть, тот, кто согласен продолжать. Но, может быть, и была какая-то история, когда связана с хитростью, обманом, нам об этом сказали. И теперь вы можете столкнуться, как и с людьми, когда человек раскроет все свои качества или намерения, и вы поймете, что да, на самом деле мне с ним не по пути. У нас в этой колоде 2 детей, и это может быть свидетельствует. Дети – это всегда символ свободной от меркантильности. Может быть, были те отношения, когда вы их оценивали как раз не с позиции финансов, а делали что-то бескорыстно. Как альтруизм, кому-то помогали или с кем-то держали вот эти самые контакты. Но сложилась ситуация, когда человек себя повел по-другому. Он предпочел какие-то свои бонусы взамен вашим отношениям, хотя я могу допустить, что по этой карте и вы сами, мои дорогие, тоже можете прийти к выводу, что в чем-то вы были неправы. Карта, с одной стороны, дает возможность примириться, потому что, опять же, нам показан ангел на заднем плане. Он как бы благословляет какую-то историю. Но любая история взаимоотношений, будь то по работе, будь то по личной жизни, она предусматривает, что взаимоэнергообмен какой-то есть. Не только одна сторона желает, но и вторая это тоже где-то настроена в тех же энергиях. А вот когда взаимообмена нет, вот тогда и ничего не получается. Но, может быть, есть какая-то ситуация, которую вы должны прояснить, в чем-то поставить точку. И даже если мы ведь можем быть с позиции любого персонажа, или вот этой девочки, которая так одиноко свернулась калачиком на этой скамейке, но на всякий случай приготовила меч. Она воин маленький. Или мальчик, который подкрадывается, пока девочка спит, и почему-то у него 5 яблок, а в корзине девочки всего 2. Явно какой-то перекос. И явно как-то неправильно посчитал мальчик раньше. И он теперь понимает, что-то я погорячился. Мы можем находиться как из позиции девочки, так и этого мальчика. Карта нас в первую очередь приглашает не мечтать, а быть искренним и честным с самим собой. И это ведь такой вам
Вы сами даете себе совет, поэтому какая-то и ситуация может быть неоднозначна, когда вам нужно будет что-то переиграть. Ну, может быть, вы находились во власти каких-то убеждений или каких-то шаблонов. А тут мир меняется, ну и мы тоже, соответственно, перестраиваемся. И есть возможность попробовать найти взаимопонимание. Ну, по крайней мере, мы точно будем знать, согласен человек, откликается или нет. Но и ваш адрес, мои дорогие, тут тоже могут быть такие персоны, которые говорят о том, что, или, может быть, правда, и ищут напрямую с вами контактов, а вы уже их выключили, как бы, или вычеркнули из своей жизни, а человек будет пытаться с вами продолжить взаимоотношения, но, опять же, решаете только вы сами. Здесь не все так однозначно, но и то, что я допускаю все-таки с кем-то, может быть, вы будете заключать Соломоново решение или какое-то примирение или перемирие, потому что буквально ангел, он как бы, ну, знаете, такую ситуацию нам может, ну, обрисовывать, по крайней мере, эта карта, да, мы ведь смотрим на изображение, когда у вас нет другого выбора. Когда вам нужно, вот пусть на какой-то отрезок времени согласиться, принять какую-то точку зрения, это не значит, что мы уже полностью согласны. Нет, мы просто понимаем, что мы сейчас не можем изменить это. Карты сейчас не в наших руках. Я имею в виду козыри. У вас здесь именно возрождение. И, может быть, не случайно карта мага. Это мы хоть и говорим, да, о манипуляции, но вот кто-то может прийти к выводу, что нет. Вот мне сейчас лучше нейтралитет или, как мы говорим, худой мир лучше доброй ссоры. Не все так однозначно. Время мудрых решений. Вот такой совет вы себе даете самим, как из будущего. Август. Давайте узнаем, каковы энергии на август, какие возможности перед вами открываются. Придут на ваш порог, в чем ваша сила. Может быть, и от чего нельзя отказаться, вот кто его знает. Давайте раскроем. Но у вас тут время просто убыстряется, правда? Скучать вам будет некогда. По аркану колесницы это тоже карта скорости, причем это уже старший аркан. Карта активности, карта того, что, возможно, нам придется, как с восьмеркой жезлов, собраться куда-то, подпоясаться, отправиться или переместиться в какую-то конкретную местность и там на месте какие-то разговоры провести, согласования, контакты. По этой карте мы вообще-то не оглядываемся назад. Для кого-то из вас, мои дорогие, это может быть как подсказка: оставляй все в прошлом или по максимуму в июле. Расставь все точки над «и». Для себя с чем-то определись, потому что карта скорости говорит, что еще что-то будет убыстряться. Или приходят новые события, может быть, и по части информации вы будете слышать самые разные новости. И вам... Успевай поворачиваться, правда, по этой карте тоже такое бывает. Но все же, если мы говорим... знаете, как развилка какая-то или порог, переход между прошлым и будущим. Вот вы такие энергии можете остро ощущать уже в августе. Карта скорости. Хотя у кого-то иногда это проигрывается. Вопросы, связанные с транспортным средством, если уж мы так совсем о земной жизни. И у кого-то это могут быть связаны как изучение, да, сдача на провал, мы говорим. Или конкретно по части машины вы что-то, или на чем вы куда перемещаетесь. Но в основном это карта перемен. И посмотрите, король Пентаклей – это великий консерватор. Это могут быть люди, как банкиры. Это могут быть и статусные тоже люди, хотя по королю Пентаклей и личная история, как наши супруги, иногда тоже проходит. Но это всегда стабильность. Или это есть какой-то фундамент. Это есть и, безусловно, материальная какая-то составляющая, финансовые вопросы, которые вам нужно все вместе, как и ваше положение в обществе, как стабилизировать, может быть, и для себя разобраться по части личной жизни, ну и финансовая история. Тут целый комплекс, когда меняетесь вы, и ваша жизнь меняется, и вам, может быть, придется что-то просчитывать наперед и изучать, если мы говорим по части финансовой грамотности. Нам ведь... В принципе, где-то планетарно Уран в Близнецах говорит о том, что новые системы взаиморасчета, их будет много, несколько, может быть, или какие-то новые правила, регулировки, какие-то приказы,
перестроить самого себя на какую-то новую реальность, в реальную плоскость. И тут некогда как будто зевать или некогда ждать. Тут нужно кое железо пока горячо. И может быть вот этот 13-й аркан как возрождение, да, как вот этот феникс из пепла и буквально не успел возродиться, и уже где-то вот эта колесница уносит вас вперед. Наверное, под конец июля, я так могу предположить, события могут ускоряться. И тем не менее, решать, если мы говорим король Пентаклей, он призван что-то рационально или буквально посчитать математически вам нужно. Какой-то стратегический план, может быть, и так. Договориться, заключить документы, получить, может быть, или закрыть, наоборот, кредиты. Тут у каждого по-своему, но финансы не на последнем месте. А может быть, у кого-то это переезд далеко. Или это связано с работой, в то место, где вы зарабатываете деньги. Для кого-то этот переезд может проиграться именно по работе, как я хочу работать из любой точки мира. Ну, самые разные направления. Но для вас это все во благо. Главное, чтобы не было застоя. Это точно. Но то, что учиться придется именно хотя бы по части финансовой грамотности или осваивать какие-то новые технологии, я такое допускаю. Принцесса Пентаклей – это как Паша Пентаклей. И прилежная ученица, мои дорогие. Поэтому, правда, учимся не просто ради любопытства, а потому что это каким-то образом увеличивает ваш доход или рассматривает новые возможности сотрудничества. По 5 чаш есть какая-то тема, которая, может быть, еще у нас вторично выпадает. Эта карта, которая тянется и с июля, нерешенная. Поэтому по максимуму старайтесь закрывать какие-то вопросы. Я могу также предположить, что это будет связано просто с человеком, который вам доставил вот эти разочаровывающие эмоции, и он может появиться у вас в августе. Но эта карта в этой именно колоде, колесо года, она так и называется, вытоптанный сад. Увы, сад вытоптан. Да, он живой, этот сад, и тут можно что-то исправить, но точно мы уже не хотим, чтобы кто-то там прошелся сапогом. Поэтому по этой карте мы уже как и исправляем собственные ошибки, но так и не позволяем больше никому командовать в нашей жизни. Точно, вы творец собственного счастья. И по 8 Пентаклей одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на изучение, может быть, чего-то. Но, и опять же, это не ради любопытства. Вам тут как и знания помогают, так уже и ваши умения, мои дорогие, тоже помогают. Ведь это уже нам показан профессионал, который просто переходит на новый уровень своего профессионализма. И для кого-то из вас эта карта может одновременно означать еще и какие-то возможности по части заработков или нового какого-то витка карьеры. Вот это точно. Да, 3 пентаклевые карты. А первая карта колесница, карта перемен и последующего успеха. И тут, конечно, совсем не до тех персонажей, которые пытаются войти в вашу жизнь, но для вас это уже не имеет значения. Как будто вы уже смотрите в другом направлении, точно. Но, может быть, и есть и люди, кому вы доверяете. Не случайно вот эта 2 жезлов, вы чем-то будете определяться по части своего ближайшего окружения или каких-то контактов. Причем я могу предположить, это будет затрагивать и личную жизнь, или друзей, может быть, ваше ближайшее окружение. Но здесь я вижу, тут и пересмотр может быть на вообще более таком глобальном уровне. Может быть, вы измените взгляды в отношении некоторых людей, с кем вы прежде взаимодействовали. И не скажешь, что этот человек был вхож в ваш дом или близкий друг, но вот другие разного рода контакты могли быть. И здесь вы тоже можете что-то менять. Вам хочется, чтобы кому вы откликаетесь, вам откликались взамен. Чтобы не было вот этой игры в одни ворота. И вы где-то будете постоянно вот эту мысль переносить на все сферы жизни, чтобы не было случайных людей, как прохожих в нашей жизни. Или не было бы тех, которые сначала что-то обещают, и в тот момент, когда мы на них рассчитываем, они нас подводят. Многое пересмотрите, правда? С чем это еще будет связано? 2 жезлов. Но, тем не менее, 2 двойки
Вот как я сказала, и на личную жизнь, как будто у вас точно есть уже тот человек, которому вы можете доверять, или хотели бы, может быть, ну, определяться будете, или личная история. Для людей семейных тут какие-то приятные моменты, и, может быть, переезд всей семьей, или новые планы вы уже тут строите. Может быть, по части, кстати, организовать семейный бизнес, я такое тоже допускаю. Но у кого-то надежное партнерство вы выстраиваете по части ваших достижений. Давайте достанем карту, что же там личной жизни. Ну, это ваша карта. Вам командовать парадом. И пусть меня смотрят девочки, но значит, вы тоже будете в более рациональных энергиях. Все же король чаш не королева чаш. Королева чаш – это где-то больше ожидания. Это больше бескорыстия, это больше эмпатии, это больше нежности, ласки. Король, он умеет правильно оценить обстановку, раз, и разделить словно зерна от плевел. Те вопросы, которые требуют материализма, подсчета математического или каких-то даже пусть сложных задач, которые строятся на основе и интеллекта, и рационализма, он туда чувства не добавляет, чтобы не устраивать себе путаницу. В этом он несколько похож на мага. И наоборот, те вопросы, которые касаются любви, или там, где мы раскрываем, проявляем свои чувства. И, может быть, это только один человек. Вот туда он не добавляет материализма. Но вот где-то вот такие энергии, ну, часто по этим картам идут наши близкие. Но поскольку это где-то и ваша карта, просто девочки будут вот в таких более мужских энергиях. Есть такое. Ваш совет самому себе или самой себе на август. Но, видимо, вот приготовьтесь, что будет много усталости. Да, многозадачность какая-то будет. Но нам двое несут арбузы. Своя ноша не тянет. Донесем мы эти арбузы, это точно, не бросим на полдороги. Но для того, чтобы донести, надо чего-то не подхватить по дороге чужого. Я имею в виду то, что нам попытаются навязать. По этой карте мы не включаемся все-таки в какую-то чужую многозадачность, потому что это будет обременительно, потому что мы растратим в ноль собственные силы. А вот для себя что-то сделать хорошее, доброе, сил как будто хватит. И значит, мои дорогие, будьте внимательны. Давайте посмотрим, что же у нас на сентябрь, как обстоят дела, каковы энергии для вашего знака зодиака. Что будет в сентябре? Ну, нечего добавить, правда, да? Когда карта Солнца и лучше враг хорошего. Я не буду доставать дополнительных карт. Карта Солнца – это карта выбора правильного направления. Вы весь наш расклад как будто с чем-то определяетесь. Выходите вот из этого сложного периода разочарований и полный вперед. Не случайная карта колесницы, мы ускоряемся. Мы уже не оглядываемся назад. А по Солнцу вам как будто с чем-то более глобальным придется, может быть, столкнуться в сентябре месяце, когда вы для себя самих вынуждены будете сказать либо четко «да», либо четко «нет». Но тут мы говорим себе самому «да». Правильное направление – это определение максимально конкретно тех задач, которыми вы будете заниматься на последующие 6-8 месяцев. И это карта нового качества жизни. И здесь у каждого может быть по-своему. Единственный нюанс, поскольку любая карта имеет множество значений. И, безусловно, Солнце – это та карта, когда раньше говорили «иди, у тебя все хорошо». И даже если что-то, ну, не очень хорошо, но в целом это все завершается более чем для тебя возможности как раз будут. Но ведь это карта нашего эго, когда мы можем словно упереться и думать как-то по-своему. А все карты предыдущие, начиная с июля месяца, говорили нам о гибкости. Поэтому не растратьте по дороге с июля до сентября, мои дорогие, вот эту самую гибкость. Рассмотрите все варианты и будьте, самое главное, честны сами с собой. Потому что Солнце – это прообраз еще и нашего эго. И вы набираете темп, вы набираете силу. И когда мы наиболее сильны, то элементы самодоверия, самодостаточности – это все очень важные
качество нашей жизни, важная составляющая. Но есть и другое качество – самонадеянность. И вот где самоуверенность, а где самонадеянность начинается. То есть очень тонкий вибрирующий переход. И иногда так бывает. Мы чересчур в себе уверены, и мы не замечаем какого-то подвоха. Поэтому какой-то подвох, он все-таки может быть. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому и вы оставайтесь от начала до конца магами и волшебниками. Единственное, мы еще достанем с вами на личную жизнь карту. Я уже не раскрываю. Тут просто у каждого своя будет задумка. Вы будете сами определять, чем вы будете заниматься и чем вы не будете заниматься. К чему вы держите это направление? Какой конечный итог вы хотите получить? А на личную жизнь, ну да, тут и по личной жизни что-то подобное, как по Солнцу. Почему? Потому что туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И все то, что я говорила в предыдущие наши расклады, ну вот, когда доставали предыдущие карты, это правда. Мы не оглядываемся уже назад. И в плане личной жизни какие-то новые возможности. Но это у кого-то может быть как совпадение с важной информацией. Или у кого-то может быть и предложение такое очень важное. Кто знает, может быть, руки и сердца. Я такое тоже могу допустить. И не обязательно все будет просто и безоблачно. Аркан Солнца шикарный аркан, но энергии очень мощные, сильные. Это где-то может быть как и энергия страсти, энергия желания, желание осуществить что-то по-своему, ну и быть с конкретным человеком, правда? Но и научиться смотреть вместе в одном направлении. Вот, может быть, почему такой важный месяц июль, он формирует для вас какую-то важную составляющую, которая вас делает счастливыми. Потому что от того, как вы определитесь, пойдет развитие дальнейших процессов во всех областях жизни сразу. Ваш совет самому себе из будущего, влюбленная. Вообще шикарно, правда? Какой у вас расклад получился интересный. Но точно одиночество вам карты не советуют, мои дорогие. А я знаю, что, ну, не все в паре. Поэтому, может быть, и стоит закончить свой сольный вариант. Подумайте. Все же полнота счастья к нам приходит, когда в балансе все сферы жизни. А для тех из вас, кто сейчас в паре, у кого любовь, у кого вот нет вот каких-то тройственных там союзов, да, у кого нет таких непонятных вопросов, как уравнение с множеством неизвестных, это какой-то волшебный период, может быть, в сентябре. Но я также надеюсь, иногда карта влюбленная – это карта выбора. Вот вам нужно сделать этот выбор, и тогда жизнь заиграет совершенно другими красками. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите видео, за то, что вы откликаетесь в комментариях, искренне описывайте свои жизненные ситуации. Для меня это очень важно. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.